Добрый день, дорогие рукодельницы! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой воротничок. Давайте рассмотрим его поближе. Он такой у нас многослойный. Что нам для этого понадобится? Во-первых, нитки. Я буду использовать 3 оттенков. Мне вот понравилось вот такое сочетание теплое. Буду из них вязать. Соответствующий крючок, который нужен, подходит для ниток. Ножнички. И не обязательно, конечно, но я вот хочу сделать его с бусинками. Вот у меня бусинки вот такие. Вяжется такой воротничок очень просто, ничего сложного здесь нет. Я вам все расскажу и покажу. Ну что, приступим. Итак, начинаем вязать наш воротничок. Делаем начальную петлю. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И провязываем столбик с накидом в первую воздушную петлю. Вот у нас получился вот такой кластер. Снова делаем 3 воздушные петли. 2, 3. Накид. И провязываем столбик с накидом в вершину последнего кластера. 3 воздушные петли, столбик с накидом в вершину. Провязываем вот такую цепочку до нужной длины. Количество вот таких звеньев должно быть кратно 3. Я сделаю сейчас 30 вот таких кластеров. Вот я провязала вот такую цепочку из 30 кластеров. Вяжем следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. И вот рассоединим, если мы кластер, то увидим, что тут есть такая петелечка. И в эту петелечку мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующий кластер, вот в эту петелечку, провязываем еще 3 столбика. 1, 2, 3. В следующий кластер. 1, 2, 3. И вот мы подходим к концу нашего ряда. Провязываем последние 3 столбика. Первый столбик с накидом, второй, третий. Провязали 3 столбика последних, делаем накид и провязываем в первую воздушную петлю столбик с накидом.
Вот что у нас получается. Вяжем следующий ряд. 1 воздушная петля. Переворачиваем наше вязание. И в промежуток между первым и вторым столбиком провязываем столбик без накида. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и провязываем в вершину последнего столбика без накида столбик с накидом. У нас получилась вот такая петелечка. Теперь в промежуток между группами из 3 столбиков с накидом, вот первая группа из 3 столбиков и вторая, и в промежуток между ними мы провязываем столбик без накида. Провязали первую петелечку, делаем снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, накид, и вяжем в последний столбик без накида в его вершину столбик с накидом. В следующий промежуток между группой из 3 столбиков провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель, столбик с накидом, в последний провязанный столбик без накида. И делаем столбик без накида в промежуток. Вот что у нас получается. Такие петелечки. Над каждой группой из 3 столбиков по петелечке. Подходим к концу ряда. Провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с накидом. Последний столбик без накида. И в промежуток между группой из 3 столбиков и вот цепочки из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Вот такая цепочка у нас получается. Так, вяжем следующий ряд. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем наше вязание на другую сторону. Делаем накид. Вот эту первую петелечку мы отгибаем вперед, сюда на лицевую сторону. И подхватываем крючком вот за эту петелечку. Провязываем столбик с накидом. У нас в последнем ряду, когда мы вязали, у нас из 2 частей как бы состояли наши столбики, и мы будем сейчас вязать вот за нижние столбики. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем столбик с накидом за тот же столбик, куда был провязан последний столбик с накидом. Сейчас немножко провяжу и покажу поближе.
Теперь делаем столбик с накидом в следующую петельку. Все это мы оставляем теперь в следующую. Переднюю сюда загибаем и вот за вторую, за нижнюю провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик с накидом в эту же петлю. Вот у нас эти петелечки пока на лицевой стороне, вот здесь. А подхватываем мы задние, вот эти нижние столбики. Эти остаются свободными пока. Так, делаем накид и провязываем столбик с накидом вот в эту петелечку. Эту сюда загибаем вперед, верхнюю. Здесь провязываем столбик с накидом, 5 воздушных петель, 3, 4, 5 и опять сюда же столбик с накидом. У нас вот такая цепочка получается. Провязываем так до конца ряда. Провязала 5 воздушных петель, делаю последний столбик с накидом. Три воздушные петли, 1, 2, 3, и соединяю вот в этот столбик без накида. Делаю соединительный столбик. Вот в этот столбик. Вот что у нас получилось. Петелечки, которые вниз смотрели. Такие побольше петелечки, которые. Вяжем следующий ряд. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переворачиваем наше вязание. Вот эти петли мы отворачиваем в лицевую сторону и будем вязать за задние петли. Эти пока у нас будут свободные, будем вязать вот за эти маленькие петелечки. Вяжем столбик без накида в первую петлю. Делаем воздушную петлю, столбик с накидом в следующую петельку, 1 столбик, воздушная петля, еще 1 столбик с накидом в эту же петлю, воздушная петля и еще 1 столбик. Провязали 3 столбика с накидом, воздушная петля, и в следующую петелечку, вот в эту, мы провязываем столбик без накида. Пять воздушных петель, 1, 2,
3, 4, 5. Эти петельки у нас здесь остаются свободными. Вяжем за задние. Столбик без накида в следующую петлю. Работаем за задние петли. Вот они у нас петелечки эти. 1 воздушная петля, столбик с накидом в следующую петлю, воздушная петля, столбик с накидом в это же, воздушная петля и третий, последний столбик с накидом в эту же петлю, воздушная петля, столбик без накида в следующую петелечку. Вот что у нас получается. Такие веерочки, между ними арки из 5 воздушных петель. Эти пока петли у нас остаются свободными. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую петлю. Воздушная петля. Столбик с накидом в следующую, воздушная петля сюда же, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в эту же петлю, воздушная петля, столбик без накида в следующую петельку, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую петельку. Провязала 3 столбика с накидом. В последнюю петельку вяжу столбик без накида. 2 воздушные петли, 1, 2. Делаю накид. Отворачиваю вот эти петелечки наверх. И вот в этот столбик вяжу столбик с накидом. Вот в этот столбик провязала столбик с накидом. Начало ряда. Вот что у нас получается. Далее переворачиваем наше вязание, провязываем в эту арку из 2 петель воздушных столбик без накида, провязали. У нас здесь идут 4 арки из 1 воздушной петли. В каждую арку мы провязываем по 3 столбика с накидом. В первую арку из 1 воздушной петли 1, 2. Эти петли у нас остаются сзади вязания. Один столбик провязали, 2, 3. В следующую арку также провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. В следующую арку 1, 2, 3.
И в следующую арку из одной воздушной петли провязываем 3 столбика. Также 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных петель. Такой лепесточек у нас получился. В следующую арку опять провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Следующую арку из одной воздушной петли также провязываем 3 столбика. 2, 3. Далее 1, 2, 3. И в последнюю арку 3 столбика с накидом. 2, 3. В арку из 5 воздушных петель столбик без накида. Эти петельки у нас пока остаются свободными. Я позади пока. Вот. Так продолжаем вязать до конца ряда. Итак, мы подошли к нашему последнему веерочку. Провязываем в последнюю арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И в следующую петельку, вот в эту, провязываем столбик без накида. Далее мы будем вязать другим цветом. Оставляем кончик подлиннее, чтобы можно было вставить в иголку и спрятать его. И отрезаем нитку. Вот такой воротничок у нас получается. Далее будем вязать нитью другого цвета. Делаем начальную петлю. Сделали петелечку. Берем наш воротник. Берем со стороны, откуда у нас выглядывают вот эти нитки. С этого края будем вязать. Делаем, присоединяем нашу нитку вот в первую арку. Вот в эту. Протягиваем нашу петелечку, которую мы сделали заранее. Кончик оставили подлиннее, чтобы можно было спрятать его при помощи иголки. Присоединили нитку. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Одна воздушная петля, столбик с накидом в следующую арку. Одна воздушная петля, столбик с накидом в эту же арку. Одна воздушная петля, столбик с накидом в эту же арку. Провязали 3 столбика с накидом, одна воздушная петля, столбик без накида в следующую арку. Пять воздушных петель. 1, 2,
3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 1 воздушная петля, столбик с накидом в следующую арку, 1 воздушная петля, столбик с накидом сюда же, в эту же арку, 1 воздушная петля, столбик с накидом в эту же арку, 1 воздушная петля, столбик без накида в следующую арку. Пять воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Так вяжем до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязали последний столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные петли и столбик с накидом вот в эту арку. Далее переворачиваем наше вязание на другую сторону, на лицевую. Делаем столбик без накида и в следующую арку провязываем 3 столбика с накидом. Арка из 1 воздушной петли. 1, первый столбик, 2, 3. В следующую арку также провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. 3 столбика вяжем в следующую арку. 1, 2, 3. И в следующую арку, в последнюю, 3 столбика. 1, 2, 3. Обвязали наш веерок. В следующую арку провязываем столбик без накида. Далее вяжем в каждую арку, у нас тут 4 арки из 1 воздушной петли, по 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 в первую арку. В следующую арку провязываем 1, так, 2, 3, следующую 1, 2, 3 и в следующую, в последнюю 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных петель. Еще обвязали. Вот так у нас потом прикроется второй слой, второй ярус. Так провязываем по этой схеме до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязали последние 3 столбика с накидом и вяжем столбик без накида в последнюю арку.
Нитку обрезаем, оставляем кончик подлиннее. Так, посмотрим, что у нас получается. После влажно-тепловой обработки у нас раскроется воротничок, весь выровняется. Нам осталось связать завязочки. Завязку можно вязать, чтобы на кончике были или кисточки, или шарики можно связать. Но у меня есть вот такие бусинки. Завязку я буду вязать вот таким цветом, крем-брюле. Мне кажется, он очень хорошо подходит к этим ниткам. И на кончике я хочу привязать вот такие бусинки. Можно жемчужинки какие-нибудь, может быть янтарные какие-нибудь бусинки. Можно просто кисточки или узелки завязать. Ну, кому что как больше нравится или подходит к платьишку. Для завязки свяжем цепочку из воздушных петель нужной длины. Вяжем цепочку обыкновенную. Провязали цепочку. Берем наш воротничок с лицевой стороны. И присоединяем нашу завязочку вот в эту петельку. Вытянули 2 петли на крючке. Вот наша завязочка присоединена. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем столбик без накида в вершину столбика. Сделали пико. Вот в эту петелечку теперь, которая у нас образовалась, когда мы начинали вязать наш воротничок, вяжем 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида в вершину последнего столбика без накида. Сделали пико. И следующую петелечку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. Сделали пико. В следующую петельку 2 столбика без накида. Еще делаем пико. И так до конца ряда. Вот такая обвязка у нас получается. Вот наша завязочка. Нитки мы спрячем. Провязала последнее пико и в последнюю арочку вяжем столбик без накида. И продолжаем вязать нашу завязку. Вяжем цепочку из воздушных петель до нужной длины. Ну вот, я спрятала кончики ниток, привязала бусинки на завязке. Надо это сделать надежно, чтобы ребенок не смог
оторвать и ненароком засунуть в рот или в нос. Вот такой нежненький, красивый воротничок у нас получился. Можно посмотреть его со всех сторон, аккуратненький. Не требуется его крахмалить, он и так хорошо держит форму. Очень красиво будет смотреться на каком-нибудь льняном платье или блузочке какой-нибудь в винтажном стиле, кантри стиль. С изнаночной стороны тоже очень аккуратно все вот. Можно завязать на бантик или просто узелок. Если вам понравилось мое видео, было полезным, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!